Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги, все, кто интересуется фактами по делу об убийстве Ирины Фарион. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодня 21 августа, и мы разберем одно конкретное заявление дочери Ирины Фарион, Софии Особы, сопоставив его с тем, что она сама, София Особа, говорила в интервью и под присягой в суде. Без эмоций, без политики, только хронология и расхождение в показаниях. Друзья, это важно, потому что в уголовном процессе последовательность показаний свидетеля, в том числе и потерпевшей, имеет значение для оценки достоверности этих показаний. Итак, вперед. Что именно сказала София Особа на похоронах Ирины Фарион 22 июля 2024 года? На похоронах Ирины Фарион София Особа в своей речи публично заявила, цитирую по доступным видеозаписям: «А вдома ти танула від любові до своїх внуків, від Евуні та Дмитрика. В останній свій день ти Дмитра забирала з садка. Ти хотіла побути з ним, ти хотіла побути з нами». Сейчас посмотрим, друзья, видео. Для усіх... Ніше, перепрошую. Але ти не любила плакати, як тут казали. Ти не плакала. Ти завжди була сильна, наступальна, правдива. А вдома ти танула від любові до своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній свій день ти Дмитра забирала з садка. Танула від любові до своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній свій день ти Дмитра забирала з садка. Своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній свій день ти Дмитра забирала з садка. Вот, друзья, мы увидели речь Софии Особы на похоронах своей матери Ирины Фарион. Ключевая фраза: «В останній свій день ты Дмитра забирала с садка». То есть, по этой версии именно Ирина Фарион 19 июля 2024 года забирала внука Дмитрика из детского сада. Это было сказано публично, на камеру, перед тысячами людей и впоследствии распространено в сети. Что Особа говорила в интервью вскоре после событий. Уже в августе 2024 года в нескольких крупных интервью Униан, коротко про kp.ua и других она дает совершенно иную картину того же дня. Вона говорить: «Того вечора я забрала з садочка сина Дмитрика, і ми пішли в розважальний центр, щоб замовити святкування його дня народження». Это 4 августа. Последнее сообщение маме: «Мы с Дмитриком замовили святкування, а мама ответила, что уже ждет такси, чтобы ехать к ней, поскольку планировали на следующее утро выехать на море». В одном из интервью прямо сказала: «Того дня забрала сына Дмитрика из садочка». То есть
забирала сама София, а не мать. Отдельно она упоминает, что за неделю до гибели в пятницу именно Ирина Фарион забирала Дмитрика из сада, и в тот день в саду делали вафельный торт. Это деталь, которую она приводит как знак. Но это была предыдущая пятница, а не 19 июля. Что показала София Особа в суде в сентябре 2025 года. Шевченковский районный суд Львова. Во время судебного заседания по делу Вячеслава Зинченко София Особа давала показания под присягой. Согласно протоколам и репортажам из зала, она сказала следующее. Около 17:30 мама написала, що взяти з собою. Пакувала чемодан. Приблизно о 18:00, 18:30 я написала мамі, що забрала Дмитрика з садочка. І ми з Дмитриком та Евою будемо її чекати. Ориентировочно в 19:13, примерно за 9 минут до выстрела, скинула фото Еви і написала, що заказала празднование дня рождения Дмитрика. Мама ответила, что вызвала такси. В день убийства, сказала София Особа, они с Ириной Фарион не виделись. Снова забирала сама София, а не Ирина Фарион. Мать в это время была дома. Паковала чемодан, ждала такси возле своего дома на улице Масарика, 3. Давайте еще раз повторим просмотр видео. Для усіх... Ніше, перепрошую. Але ти не любила плакати, як тут казали. Ти не плакала. Ти завжди була сильна, наступальна, правдива. А вдома ти танула від любові до своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній твій день ти Дмитра забирала з садка. Танула від любові до своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній твій день ти Дмитра забирала з садка. Своїх внуків. І від Евуні та Дмитрика. В останній твій день ти Дмитра забирала з садка. Вот, друзья, мы имеем 3 уровня. Во-первых, публичная речь на похоронах. Эмоциональная, зафиксированная на видео. Там она говорит, София Особа, ти, мати, забирала Дмитра з садка в останній свій день. Второй уровень. Интервью августа 2024. Я, София, забрала. И третий уровень. Судебные показания 2025 года. Подробная хронология с временными метками. Снова я забрала. Друзья, это классическое внутреннее противоречие в показаниях одного и того же лица относительно одного и того же фактического обстоятельства. Кто и когда забирал ребенка в день преступления. В процессуальном смысле показания в суде даны под присягой и имеют приоритет. Предыдущие публичные заявления могут использоваться стороной защиты для проверки достоверности согласно статье 96 УПК Украины. Предыдущие показания свидетеля потерпевшего. Расхождение по простым бытовым фактам, кто забирал ребенка, ставит вопрос. Либо эмоциональная ошибка на похоронах. Однако ошибка может быть исключена, поскольку текст читался с листа. Либо сознательная
или несознательное приукрашивание образа матери, либо другие причины, суд и стороны имеют право требовать объяснений. Важно! Само по себе это противоречие не доказывает и не опровергает вину обвиняемого, оно касается только оценки последовательности и точности показаний потерпевшей относительно событий дня 19 июля 2024 года. Но юрист обязан фиксировать такие моменты, потому что от них зависит, насколько можно полагаться на другие детали, исходящие от того же лица. В той же речи на похоронах София говорила о любви матери к внукам, о планах на море, о том, что ты хотела побути з ним. Это эмоционально, понятно, но факт, кто именно забирал из сада, проверяется документами, сообщения, показания воспитателей, данные камер, если они есть, и должен быть установлен точно. В более поздних интервью 2025-2026 годов София неоднократно возвращалась к теме детей и бабушки, но относительно 19 июля последовательно придерживалась версии «я забрала». Заявление на похоронах в останній свій день ты Дмитра забирала с садка прямо противоречит ее собственным интервью августа 2024 года, ее подробным показаниям в суде в 2025 году. Это, друзья, не мелочь. В уголовном процессе даже бытовые детали дня преступления имеют значение для хронологии, возможности алиби, маршрутов, времени подготовки и так далее. Когда потерпевшая дает разные версии одного и того же факта, сторона защиты имеет право и обязанность это подчеркивать, а суд оценивает. Я, юрист Валерий Табаков, призываю всех участников процесса и общественность ориентироваться исключительно на доказательства, а не на эмоциональные нарративы. Факты должны говорить сами. Если появятся новые материалы или объяснения от госпожи особы относительно этого конкретного расхождения, обязательно посмотрим. Пока фиксируем. На похоронах мать забирала в интервью и в суде сама София. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь. Задавайте вопросы в комментариях. Разберем другие процессуальные моменты, если нужно. Справедливость должна быть фактологической. До новых встреч!